не таким массовым, как немцы, но и не единичными. Все же их полным-полно можно встретить. Видимо, каждый год компания так отмечала корпоратив, что немного путалась. 406 Peugeot. На этой же самой платформе. И куда же без нашей родной милиции? Почти на каждом обзоре милиция приезжает. В автомобилях выстреливает подушка стойки. Конечно, машина идеал. $400 машина, тут всю гидропневму в порядок привести будет гораздо дороже. Приветствую вас, ребята! Сегодня мы поговорим о D-классе от компании Citroёn. Правда, D-класс 25-летний у нас, но я сам давно хотел снять такую машину. Citroёn Xantia. Ну, мне больше нравится произношение Xantia. Хотя в русскоязычном произношении это Xantia правильно произносится. Так, я прошу прощения, буду в очках. Надоело уже с полузакрытыми глазами стоять. Вот. И я снимал такое видео, было топ-10 автомобилей там до 2,5, по-моему, или до $2000, что можно купить. И также я вот говорил про такой Citroёn. В принципе, машина неплохая. Единственный более дорогостоящий нюанс — это ее ходовая. Но о ходовой мы поговорим. В целом про машине пройдемся. Но для начала немного по истории этого автомобиля. Вышла она в 1992 году и производилась 10 лет до 2002 года. То есть не так уж мало, как в принципе B5 Passat у немцев с 1996 по 2005. Было много модификаций. Автомобиль производился, естественно, во Франции до 2002 года. Сайпа, иранская компания, насколько я знаю. Ну, у меня с иностранными не очень, я название выведу. Купили лицензию на производство в 2001 году и до 2010 производили такие автомобили. Китай успел производить их с 96 по 97 год, всего лишь год. Ну, говорится, что-то не пошло. То есть автомобиль уже по количеству был достаточно не таким массовым, как немцы, но и не единичными. Все же их полным-полно можно встретить. У нас 2-литровый бензиновый мотор атмосферный XU10G2C, я думаю, выведу название его отдельно. 123 лошади с 5750 оборотов, 170 крутящего с 2750. Двигатель квадратный, то есть 86 диаметр поршень. И ход его также 86 мм. Степень сжатия 9,5. И по-нормальному только 5-й бензин. Не, ну, конечно, лютый второй. Я недавно заехал на заправку, стоял 9-й Аккорд. Мужик вышел на понтах туда-сюда, уже передо мной гоголем ходит. И достает кран 92-го и закидывает его в бак. Я там чуть не охренел. Поэтому у каждого свой выбор. Имеет своих врожденных патологий. Ну, патология какая? То, что ременной привод ГРМ 120 тысяч примерно ходит, надо менять. Свечи когда-то тоже попросят замены, не без этого. Просим вентиляцию картера, смотрите, тоже течи сальника, распредвала, там из-под клапанной крышки. Ну, вот такие вот обычные проблемы. Опора двигателя когда-то выйдет из строя, то есть все подвержено пробегу и возрасту, но не какой-то там заводской недоработке, заводскому браку. То есть такого криминала здесь нет. По двигателю агрегат надежный, хорош. Все зависит от состояния и от владельца. Но эта машина 10 лет в одних руках, поэтому здесь вот технически она досмотрена, ну и это заметно. Но глядя по подкапотное пространство, так немного глаза разбегаются, даже в B6, по-моему, попроще, блин, когда крышки снимешь и посмотришь. Да. Здесь даже когда более мудрено сделали французы в свое время. И по двигателям здесь постоянно происходили изменения. То есть во многих автомобилях, которые снимали, к примеру, в Доресте такие-то двигатели, в Ресте уже там заменили часть и уже что-то новое. Здесь же каждый год что-то менялось. Особенно вот про 2-литровый бензиновый мотор. В целом по движкам был 1,8, 8-клоп, 101 лошадиная сила, 2-литров, как у нас, 8-клоп, 123 лошади. И самый мощный 2-литровый 16-клапанный мотор мощностью 153 лошадиной силы. В 94-м еще 1,6 появился. Насколько я знаю, 89 лошадей, по-моему, мощности было. Если я не прав, поправляйте. И вообще, да, пишите в комментариях свое мнение, особенно владельцы. Может, мы поможем кому-то с выбором. И
владельцам этих машин поможем, может они чего-то тоже не знают. Так что пишите, дополняйте в комментариях, ребят, кто знает именно. И в 94-м 2-литровый этот восьмиклоп еще уменьшили до 150 лошадиных сил. В 95-м до 147, а в 96-м уменьшили до 132. Правда, вышел уже в 96-м 2-литровый турбодвигатель, уже мощностью 147 лошадиных сил, но тем не менее атмосферник с каждым годом уменьшали в мощности. В отличие от других производителей, которые каждый год, ну не каждый год, через год, когда, если один и тот же мотор на конвейере, они постоянно меняют прошивку, накидывают пару лошадей, немного крутящего момента, чтобы двигатель был мощнее якобы там, хотя бы по цифрам. Визуально. Здесь уменьшали. Видимо, каждый год компания так отмечала корпоратив, что немного путалась по вектору, направленности вектора. Вместо вперед пошли назад. Давай уменьшать. Хорошо, что вообще до 100 лошадей не уменьшили. 132, изначально 153. Так, ну, немного, да? Совсем просто. Вот. По дизелям еще изначально был 1.9 атмосферный, 69 лошадиных сил, и турбодизельный, 90 лошадиных сил. В 96-м году вышел также еще 16-клапанный 1.8, 110 лошадиных сил. Для Камикадзе вышел 2.9 V6, 190 лошадиных сил. Если вы Камикадзе, но я такого не видел двигателя в продаже, если вы найдете, можете брать, это как раз для вас будет. Будете либо гонять, либо ремонтируйте, скорее всего и то, и другое. Но скучно не будет, и это вам я обещаю. Также вышел 2.1 дизель вихрекамерный, 109 лошадиных сил. В 1997 году ушел уже 1.6, полностью уступил место 1.8. Но 1.6 на D-классе это надо забыть, это не двигатель для таких машин. 1.6 атмосферный для B-C класса, да, это идеальный вариант, максимально надежный, простой. Ну, конечно, все от веса автомобиля зависит, но тут 2.0 так, в принципе, нормально хватает, но 1.6 здесь крайне мало. На том же Passat 1.6 атмосферный это тоже мало. То есть на такие машины уже нужно 1.8, 2.0, такие вот двигатели, ну, либо дизеля. Также в 97-м еще 1.9 дизель, уже атмосферные накачали до 75 лошадиных сил, там 6-7 лошадей накинули, уже 1.9 SD было обозначение. Также в 97 году уже вышел 2-литровый Common Rail'овский двигатель, 2.0 HDI, маркировка, 110 лошадиных сил. В 98-м вышла уже такая же версия, но на 90 лошадей. То есть, как у конкурентов немцев. 1.9 TDI-шка, Я-180 серия, 90 и 110 лошадей. И здесь также был. То есть, сопоставимо по мощности с немцами, но объем 2.0 HDI. И по 2.0 HDI, в принципе, ничего плохого сказать не могу. Ну, кто-то сейчас будет писать, что плохие. Тоже зависело все от состояния. Потому что были такие машины у знакомых. Правда, я не помню, 110 либо 90 лошадей. Тоже люди отъездили там несколько лет, по-моему, лет 5-6, и никаких претензий к машине не было. То есть все зависит от состояния конкретного, что вы найдете. Если вы находите старый хлам, по-любому будет сыпаться, ломаться, крушиться, за ваш счет это будет ремонтироваться, и вы будете этим недовольны. Поэтому такие уже машины нужно искать по знакомым. Либо находить, торговаться на все косяки, дорабатывать саму. Но с теперешними ценами на запчасти, это, конечно, не очень-то разумно, нужно выжидать время. По коробкам у нас 4-ступенчатый автомат. В принципе, надежен, прост, но возраст и пробег берет свое, разумеется, и не такой он экономичный в сравнении с более современными же 5-6-ступенчатыми автоматами. Но я молчу про современные роботы. Также видно прекрасно гранаты на гидропневмоподвеску, которую тоже там в 2-3 года нужно заправлять. Потому что если жидкости становится меньше, ходовая становится жестче, ну, нужно обслуживать периодически. Конечно, мало кто это делает, многие забивают, но делать это нужно. В принципе, по ценам на запчасти сейчас они не сильно подскочили в цене, как двигатели, вернее автомобили, также и запчасти, там, двигателя, ходовой, ну, вот у многих тех вещей пока еще остались на том же уровне, ну, там плюс 10-15%, даже меньше. Ну, примерно на тех же ценах и остались. Но это пока. Интересная особенность автомобиля. В 1995 году вышел 406 Peugeot. На этой же самой платформе. Но подвеска у него была не гидропневматическая, а пружинная обычная. Вот. Я помню, люди мне писали в инсту, что сними 406 Peugeot и Лагуну первую. Я тоже хочу и снять, и их ищу. Так что не надо сейчас в комментах это повторять. В
В 95 году вышел универсал. Помимо лифтбека, вот был универсал 95 года, появился на конвейере. Он был на пару сантиметров выше и на 21,5 сантиметра длиннее лифтбека. Но задняя ряд сидений, в принципе, и передний сопоставим по пространству. В основном, получается, все пространство ушло в багажник. Ну и глядя на автомобиль со стороны, действительно, даже визуально это заметно. По ходовой, здесь гидропневматическая подвеска, как я уже упомянул, в сравнении с 406, Hydra Active 2. Ну, название выложу. 4 положения работы их было. Первое – это стояночное положение. Машина опускалась максимально вниз. Второе положение – это обычная езда. Третье, разумеется, езда по плохим дорогам. А четвертое предназначалось исключительно для замены колес. Но на автомобиле уже много километров пройдено, много лет прошло с тех пор. И многие автомобили, припаркованные, лежащие на асфальте, не означают то, что водитель педантичный и опустил самое низшее положение. Это значит, что какие-то трубки уже сопливят, подтекает, и автомобиль полностью сам упал на землю, его невозможно уже поднять. Но бывают случаи уже на запущенных, необслуженных автомобилях, выстреливает подушка стойки, выгинает вам капот, капот в арку превращается уже полностью, не нужно выгибать его обратно. Подушка стойки стоит больше 1000 рублей сейчас на теперешние деньги. Вот на 20 июля 2022 года вот новая стоит чуть больше 1000, ну 1000 грубо, что кого-то дороже, кого-то чуть подешевле. Но здесь подушка, ну а на разборке 60-100 долларов, вот так они стоят, бэушные подушки, стойки. Но, вот, к примеру, здесь была заменена подушка тоже с разборки, не на самую дешевую. И вот она стрельнула, капот погнула. То есть тут тоже смотря что покупаете и в каком она состоянии, ну гарантия как обычно, будет ходить. Сколько непонятно, это все на судьбу надо рассчитывать. Поэтому, ну, новую тоже покупать. В любом случае, бэушная машина это всегда риск, потому что новые запчасти, если ставить все новое и всю машину полностью восстанавливать, это уже выходит, итоговая сумма составит уже покупку там 7-летнего, 8-летнего D-класса, если купить. Вот по рыночной цене, то что 7-8-летки D-класса продаются. То есть новое все равно жалко людям денег. А бэушно, ну вот так, все. Ну что ж, о главном. Главная цена машины, сколько они стоят. Продается у нас 289 штук. Самая дешевая 350 долларов на запчасти. Ну, я смотрел и дорестовые, и рестовые, общую кучу полностью. 350, 400, 1.8, ну, 8-клоп. Заявлено, что ездит каждый день. Конечно, машина идеал. 400 долларов машина, тут всю гидропневму в порядок привести будет гораздо дороже. Это все стоит раза в 2-3, я думаю. Вот. А самые дорогие машины были, ну, за 600 долларов, за 700, но я думаю, что что-то более-менее живого будет в районе 2-200 в любом случае. Сейчас машины дорожат, но эти не так подорожали, как многие другие. Особенно вот немцы ценятся больше всегда, что и больше по количеству. Но вот эти машины пока не так сильно подорожали, но посмотрим, что еще будет. Самые дорогие были это 3 автомобиля за 3500. Рестовые, разумеется, рестовые. 2-литровый дизель. Вот HD Common Rail 2000 года, правда, не знаю, 90 либо 110 сил, владелец не написал. И 2 автомобиля также за 3500 с 1.8. Ну, скорее всего, 1.8 16 клоп. Тоже 2000-2001 года, вот так вот. То есть 3500 за 2000 год, ну, в принципе, приемлемо. Если найти хороший кузов, ну, если с точки зрения подойти не фанатизма, не предпочтений, а сухого расчета меркантильности, так скажем, да, то кузов здесь хороший, что не говори, они не так подвержены коррозии, все равно лагуны жестче гниют, там 3-й Гольф, B4 Passat тоже больше гниет, но B5 уже не так, но B5 подороже. Хотя, в принципе, в эти же деньги, что подороже, в эти же деньги. Вот. Ну, единственное, что гидропневма. Ну что ж, по салону. Но в первую очередь я хочу поговорить про рестайл. В 97-8 году, вот в конце 7-го вышел рестайл. Как обычно, изменили внешность. Другие бампера, фары, решетка, капот, задняя оптика. Внешний автомобиль изменился. Уже торпеда чуть другая стала, уже посовременнее, посимпатичнее. Но и это неплохо выглядит. Конечно, надо согласиться, хотя я фанат Вага, но
Это выглядит современней, дизайн более красивый, чем, допустим, тех же немцев, к примеру, там B3 4 Passat, 3 Гольфа, вот, ну, там более примитивно, стандартно, здесь уже более современно, конечно, да, покрасивее, согласен. Конечно же, добавили боковые подушки безопасности, ABS стало обязательным, и мобилайзер добавили уже. То есть базовое оснащение улучшили. По комплектации было 4 комплектации у автомобиля. Первая — это Xantia X. Ну, базовая комплектация, минимум всего. Гидропневма старая, элементарно, она не меняет жесткость во время движения. Примитивно. Само собой, самые слабые двигатели. Задний диван бесформенный был. Xantia SX. Уже ГУР, тахометр, центральный замок, электростеклоподъемники. Xantia VSX. Уже ABS. Заводская тонировка, что немаловажно, гидроактив, уже гидропневма, уже регулируемая, сама жесткость регулировала, время движения уже покруче было. Ну, разумеется, форменные сиденья нормально, электростеклоподъемники, ABS обязательно было, то есть уже практически самая максимальная комплектация. И Xantia Activa, это уже премиальная комплектация, 18 тысяч экземпляров было автомобилей в такой комплектации, уже дорогая отделка, самые дорогие материалы, вставки по дереву, климат-контроль, стабилизатор поперечной устойчивости, уже гидроактив 2, то есть машина в самом шике. Мягкое сиденье, здесь, конечно, очень удобно сидеть. И Xantia Activa, там была уже электрорегулировка водительского сидения. Ну, конечно, материалы мягкие, все вставки, велюровые обшивки. Ну, не каждый современный автомобиль, особенно D-класс, таким хватит. Ну, D-класс еще более-менее, но взять C-класс, где уже тот дешевый кусок пластика. Ладно, что все в пластике, но он на солнце деформируется, уже щели, аж пальцем можно в эту щель засунуть. То есть, конечно же, здесь можно сказать, о, раньше умели делать и так далее. Есть примитивный климат-контроль. 18, 22, 26 градусов. Конечно, уже у ВАГа, в B4 Passat у того же, климат-контроль уже был не на этом фиксаторе, скажем так, до эпохи исторического материализма, а уже был какой-никакой экран, уже кнопочно можно было выставить температуру, уже посовременнее. Но здесь тоже в ресте изменили, уже и торпеда сама покрасивее была. Ну, вот включение кондиционера, подогрев заднего стекла, аварийка, герметизация салона, направление потока воздуха. Ну, здесь магнитола, автоматическая коробка у нас. Это сделано для того, чтобы по минским пробкам, конечно, нужен автомат. Принципиально нужен был автомат. Конечно же, лучше всего механика. Здесь были либо 4-ступенчатые автоматы, либо 5-ступенчатые механики. Но из-за этих соображений здесь куплен автомат. И именно из-за этого с таким конфигом 8-клоп, атмосферник 2.0 объем, 4-ступенчатый автомат. И расход здесь, конечно же, космический. Ну, в сравнении для такой конфигурации. Машина потребление 95, здесь заливает только 95, владелец заботится о самом автомобиле. И она жрет около 12-13, конечно. Расход здесь не маленький. Да, можно газ поставить, но в любом случае уже изначально расход – это больная тема. А так, разумеется, мне комфортно, удобно, обзор отличный, сиденье мягкое, есть и боковая поддержка. Здесь приятнее, чем, ну, многие уже отзываются лестно то, что удобнее, чем в Лагуне, чем ВАГ, многие тоже хвалят. То есть здесь именно по оснащению, по комплектации. Но не бывает с годами уже и проблем. Не дула печка, тоже нужно было к электрику ехать. Такие вот проблемы больше с электрикой здесь связаны. Вот не дула печка сделали. Не играет музыка, вечная минута молчания. То есть тоже нужно уже с электрикой возиться. Маффин рабочий, то есть нужно уже дальше копать. Вот эти постоянные геморрои. Также в более дорогих комплектациях, опять же, датчик дождя. Он тоже будет делать мозг. Не будет работать, будут неадекватно работать уже там дворники, как то тоже раздражат. И мобилайзер тоже будет бить по мозгам. То есть это на тот момент хорошо, шикарно, сейчас это уже не шикарно, а более геморройно, потому что машина не новая, эти системы будут глючить, и нужно понадежнее. А понадежнее значит попроще комплектация. Но первое по салону, очень мягкий диван. И куда же без нашей родной милиции? Почти на каждом обзоре милиция приезжает.
Диван очень мягкий, мягкий подлокотник, то есть на дальняк здесь ехать будет просто шикарно. Главное, чтобы кондей-мандей работал, потому что когда сейчас за 30 и с меня всего течет, без кондея просто это издевательство кататься. Есть также люк для перевозки дальномерных вещей. Ну, то есть думали о владельцах. Есть кармашки в сидухах, но по пространству до переднего сидения еще, ну, место есть, конечно, но более рослый водителю, пассажиру прет водительское сиденье. Но спереди уже тоже не подвинуться, под себя отрегулировал. То есть, если такие, как я, сядут, мой рост 176, спереди и сзади водителю, пассажиру будет удобно, но более рослые люди уже будет, конечно, дискомфорт. Немцы этим выиграют, все же салоны там попросторнее в этом плане. По багажнику. Но багажник не особо большой, это лифтбэк, как я уже сказал, в универсале. Универсал длиннее на 21,5 сантиметра и выше, то есть удобство погрузки в лифтбэке лучше, можно сиденье сложить, там, к примеру, так закинуть. Но в универсале тупо пространства будет больше. Ну, вот едет она неплохо, вот сейчас газанула, она пошла, то есть она не овощная, хотя 4-ступенчатый автомат, но на механике, конечно, поддерзить было бы эффективнее. То есть подорваться резко, автомат все равно можно убить такими стартами. Вот, но движка, я знаю. Но движка особо не слышно, так мягко работает. То есть шума нету, я с ума не схожу тут. Вот, в принципе, вот с парковки поворачиваю, газанул, вот машины едут, я так бодро перестроился вовремя. Она не по инерции, все равно при резком нажатии, ну, подрывается нормально. Тормоза хорошие. Ну, машина обслужена, ее не тянет в сторону. Да, вот ехать ей неприятно. Она не жесткая, она нормальная. Ну, сейчас еще пара ям, когда вот ехал по рельсам, переезд был, тут ничего не скрипа по салону. Ну, не сказать, что она прям жесткая, капец. Ну, нормальная, на уровне. Но единственное, будет пугать, конечно, это расход. Это вот минус машины. Ну, опять же, повторюсь, можно газ поставить. Но это тоже, скажем так, не дешевая процедура и обслуживание газового оборудования. Ну, все зависит от того, сколько вы наезжаете вообще в год, в принципе. Если вы на год наезжаете там до десятки, как я там 7-500 максимум наезжаю в год, то ставить, в принципе, нецелесообразно. Ну, хотя, конечно, решать каждому, решать вам. Ну, вот до 60 нормально она взяла, достаточно бодро разгоняется. Можно крутить и дальше, 60 до 70 берет отлично. Ехать на ней таки приятно. Сейчас закрыл все стекла машине. Ну, в машине тихо, вот машины обгоняют нас. На пружинной подвеске также автомобиль бы отработал. Но с учетом того, что когда заправлялись эти все сферы? 2 года назад. 2 года. 2 года, ну, в принципе, сейчас уже нужно заправлять, там где-нибудь через полгода, то она будет теоретически помягче, чем сейчас. Ну, я не сказал бы, что она жесткая. По большому счету, гольфы, там, пассаты, я думаю, здесь жестче отработают эту именно. Хотя пассаты и гольфы там тоже на старых ржавых пружинах, никто пружины не меняет. Амортизатор, если потечет, то ставят. Пружины тоже старые. Если вот, как у мой B3, там пружины поменены, то он мягкий, сволочь. Он все равно так плывет по ямам, так подпрыгивает, как будто на волнах валишь. Вот. То есть, ну, все равно. Это будет помягче, но, опять же, подороже. Так что многие готовы рисковать своей спиной. В какой-то степени это оправдано, особенно когда еще она не беспокоит. Но машина приятная, конечно. 2-литрового этого 8-клопа хватает, потому что 16-клоп на низах будет тупить, он уже будет крутить, больше расход, разумеется. Но мощи там больше, да. Согласен, но в принципе в городе этого хватает. Вот я 60, чуть 160, тут чуть резче нажимаю, она разгоняется, берет нормально. То по городу 8-клопа хватит. 120-130 по трассе на ней, в принципе, нормально. Она возьмет свое, ну и ограничитель на 130 стоит на приборке. То есть регламентирована скорость 130 саму. То есть в этом плане хорошо. Есть кондиционер, но примитивный климат-контроль.
И вот этот восьмиклоп, ну, как будто, знаете, вот 1.9 турбовый. Потому что тоже тут эта резкость есть мощность у машины. Ну, а я к тому, что 1.8 будет маловато. Вы будете вот по инерции ехать или... Это в современном мире, в современном городе, где разгон и торможение, это тупо опасно. Вот недостаток динамики, это тупо опасно. Вот ехать еле-еле. О. И на вторую переключилась и пошла. 2,5 по 3. То есть резкий маневр возможен на этой машине. Так, тормоза отличные, лежачий полицейский. Он, ну, нормально, мягко перекатилась. Нет этого удара, когда вот прозевали скорость. Вот я ехал сейчас около 40. Прозевали скорость, уже удара, вы подпрыгиваете на нем. Если она мягко через него перекатилась, в принципе, ну, мне приятно было. Вот сейчас удара не было, по спине удара я не испытал. Потому что спина у меня конченая, слабое место. Ну, все решает состояние, конечно. Возраст тоже не на плюс играет автомобилю, но машина мне так понравилась. По ходовым качествам она хороша. Ну а на этом все. По большому счету, что я хотел сказать, то я сказал. По пунктам мы так бегло, кратко и прошлись. Повторюсь, заполняйте в комментариях, ребят, кто знает, владельцы таких машин. И я не хочу сказать то, что машина там самая плохая и тому подобные вещи, потому что я в свое время снимал C5 уже, первый рестайловый, и C5 уже второго поколения Citroёn. И владельцы, вот многие тоже послушаешь, говорят, не надо бояться Citroёна, просто нужны знающие, грамотные люди, которые именно ими занимаются и знают, как это сделать. И люди на гидропневму не жаловались. Не так это дорого, приемлемо, мол, все в порядке. И она заслуживает внимания, там, к примеру, она не так гниет, вон Fiat Bravo стоит, к примеру. Пятидверный хэтчбэк. Там тоже проблемы с электрикой, особенно с крышкой багажника, там контакты эти. Ну и так тоже по мелочевке хватает. Я вот снимал Морея, там я останавливался, тоже проблемы с электрикой, к примеру, есть. Браво будет больше гнить, чем он. А сейчас и кузовные элементы подорожали, и полная покраска автомобиля стоит уже там $1500 примерно это. А еще если учесть болгарочно-сварочные работы, плюс список запчастей, все, грунт, краска, все это все подорожало, это еще тоже в копейку влетит. То есть неизвестно, где найдешь, где потеряешь. И стоит ли отказываться от покупки такой машины, ну, решать, конечно, вам. Нужно искать, разумеется, состояние, чтобы кузов был не битый. Ну, я всегда говорю, что есть кузов, это машина, нет кузова, это уже не автомобиль. То есть нормальный кузов, надежный двигатель, а уже с подвеской, с этим, ну, можно рискнуть, то есть еще я к чему веду, что можно попробовать, особенно если у вас у знакомых, либо у знакомого знакомых там есть знакомый, которого машина вот как это, 10 лет в одних руках, вы ее знаете, она нормально обслуживалась, не забивалась, хотя бы элементарные вещи там сделаны, ну, хотя бы, чтобы было нормально, а тут ходовая обслужена, а все остальное можно делать, в принципе, самой, особенно если есть знакомый электрик, ребята, гаражники, а лучше СТОшники, ну, кому как. То есть, как с другим бэушным автомобилем, просто здесь более геморно. Может, они менее ликвидны, чем лагуны, старые немцы, вот, но все же машина мягкая, комфортная. Кто-то мне сейчас будет уничтожать, я фанат Вага. В любом случае хочется сказать, что Ваги лучше, да. Вот. С точки зрения, там, может, она с кузовом получше, может, не так сгниет, но Ваги проще в каком-то плане. И их тупо больше, вот этим они берут. Но не буду сворачивать на второй круг. Давайте спорить в комментариях, обсуждать этот вопрос. Спасибо большое за внимание, ставьте лайки. Отдельно спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Подписывайтесь в соцсети, в телегу. В телеге все свежие новости по каналу. Увидимся в следующем видео. Счастливо!